Привет, поклонники BTS по всему миру. Почему Ким Тэ-хён, известный как Ви из BTS, внезапно вернулся в Корею сразу после того исторического момента на стадионе Доджер? И почему Чингук выглядел таким шокированным, услышав эту новость? Фанаты по всему миру задаются одним животрепещущим вопросом: что же сейчас происходит за кулисами BTS? Тайна, окружающая внезапный уход Тэ-хёна, потрясла фандом, вызвав бесконечные споры, эмоциональные реакции и постоянные домыслы. Было ли это личное чрезвычайное положение? Секретный график? Или что-то большее, связанное с будущим BTS? Всего несколько часов назад атмосфера была идеальной. Тэ-хён выступал на международной сцене на стадионе Доджер в Лос-Анджелесе, очаровывая миллионы зрителей как вживую, так и онлайн. Толпа ликовала, вспышки камер сверкали, и его присутствие освещало все поле так, как может освещать только Тэ-хён. Однако, прежде чем волнение успело утихнуть, появились сообщения, что он уже летит обратно в Южную Корею. Этот внезапный поворот событий ощущался как ураган, пронесшийся над армией по всему миру. Почему так скоро? Почему так скрытно? Почему никто, даже Чингук, не был готов к этому? Реакция Чингука стала еще одним фокусом. Известный своим хладнокровием даже в периоды высокого давления, Чингук, как сообщается, был совершенно шокирован, когда внезапный уход Тайона был подтвержден. Источники, близкие к событию, сообщили, что Чингук выглядел одновременно шокированным и встревоженным, что вызвало более глубокое любопытство. Сказал ли ему Тайон что-то лично перед уходом? Или Чингук был так же сбит с толку, как и миллионы наблюдавших за ним фанатов? Эта ситуация казалась беспрецедентной, армии привыкли к сюрпризам. BTS всегда держали своих фанатов в напряжении неожиданными объявлениями, внезапными живыми выступлениями и секретными проектами, но этот был другим. Не было никакого официального заявления, никаких предварительных намеков, и не было четкой причины, по которой Тэйон решил уйти так скоро после такого монументального события. Именно это молчание позволило спекуляциям выйти из-под контроля, что скрывает Big Hit, что Тэ-хён пытался защитить, и как шокированная реакция Чингука связана с этой загадкой. В социальных сетях фанаты обменивались теориями, начиная от личных семейных проблем до внезапных проблем со здоровьем. Другие отмечали, что время, сразу после того, как всеобщее внимание было приковано к стадиону Доджер, казалось слишком драматичным, чтобы быть совпадением. Мог ли это быть продуманным ходом? Могли ли BTS готовить новаторское заявление? Или Тэ просто следовал своей интуиции, приняв решение, которое даже Чингук не мог предвидеть? Эмоциональное воздействие на армию было неоспоримым. Многие фанаты описывали эмоциональное потрясение как подавляющее, взволнованные жизнерадостным поведением Тэ-хёна в Лос-Анджелесе, а затем шокированные и убитые горем из-за его внезапного возвращения. Видимая реакция Чингука только углубила эту эмоциональную связь. Если Чингук, золотой магнит, который часто служит успокаивающей силой для армии, казался потрясенным, что это говорит о серьезности ситуации? Журналисты, освещающие события, начали собирать подсказки. Авиакомпания заявила, что Тэ сел на прямой рейс обратно в Сеул с минимальным количеством персонала, что намекало на конфиденциальность и срочность. Тем временем Чингук, как сообщается, остался в США, по-прежнему придерживаясь запланированных выступлений и мероприятий. Разлука двух участников группы так скоро после такого исторического события усиливает напряжение. Почему Тэ-хён и Чингук расстались в столь важный момент? Было ли это запланированным или внезапным решением, которое в одно мгновение изменило все? Каждый слой этой истории поднимает все больше вопросов. Является ли возвращение Тэ-хёна сигналом беды? Или это затишье перед бурей важного заявления? Является ли удивление Чингука признаком того, что его держали от него в секрете? Или он уже знает что-то, чего не знают армии? И, пожалуй, самый тревожный вопрос из всех: может ли это быть внезапным шагом, который сорвет будущие планы BTS? Или это тщательно спланированный шаг к чему-то грандиозному? Пока армии затаили дыхание и ждут ответов, одно можно сказать наверняка: этот момент войдет в историю BTS как одно из самых запутанных, драматичных и эмоциональных событий, с которыми когда-либо сталкивался фандом. Тайна все еще жива, и весь мир за ней наблюдает. Но затем произошел шокирующий поворот,
которого никто не ожидал. Что, если весь шум вокруг внезапного возвращения Т в Корею был построен исключительно на неверно истолкованной информации, преувеличенных слухах и беспочвенных домыслах? Что, если Чингук на самом деле не был удивлен, и вся эта буря была вызвана слухом, который бесконтрольно распространился за считанные часы? Чем глубже журналисты копали, тем яснее становилось, эта история может быть не тем, чем казалось на первый взгляд. Первые сообщения о внезапном возвращении Т в Корею поступали из аккаунтов фанатов в аэропорту с размытых фотографий и непроверенных постов в социальных сетях. Скорость распространения новостей создавала впечатление, что это правда, но при дальнейшем расследовании возникли серьезные сомнения. Был ли Т на самом деле на этом самолете, или фанатов ввел в заблуждение кто-то, кто просто выглядел как он? В эпоху вирусных слухов и цифровых иллюзий это был не первый раз, когда ARMY попала в водоворот дезинформации. Инсайдеры Big Hit негласно предположили, что официальный график Тэхёна не предусматривает спешного возвращения. Даже некоторые сотрудники подтвердили, что после выступления на стадионе Доджер Тэхёна не было на борту. Ожидается, что он возобновит свою деятельность в США. Если это правда, то как слухи о его возвращении стали настолько доминировать? И, что еще важнее, почему имя Чингука втянуто в повествование, изображая его шокированным, хотя нет ни прямых трансляций, ни заявлений, подтверждающих такую реакцию. Эмоциональное потрясение среди фанатов показывает, насколько сильны слухи. Тысячи участников ARMY паникуют, убежденные, что произошло что-то серьезное, хотя на самом деле ни одно официальное заявление не подтвердило эти заявления. Отсутствие подтверждения дает волю воображению. Была ли срочная медицинская помощь? Был ли конфликт внутри группы? Задержала ли команда службу в армии? Но чем дольше это длится, тем больше вероятность, что все это неправда. На самом деле, эта история может быть драматической иллюзией, непреднамеренно созданной скоростью социальных сетей. Внимательно посмотрите на хронологию событий. Информация о том, что Т якобы видели в аэропорту, появилась всего через несколько минут после того, как его выступление на стадионе Доджер стало вирусным. Как он мог покинуть место, пробраться сквозь пробки в Лос-Анджелесе и сесть на международный рейс за такое короткое время? Одна лишь логистика ставит эти заявления под сомнение. Более того, нет четких кадров с камер безопасности аэропорта или подтверждения авиакомпании. Все, что было, это размытые изображения. Ни одно из них не могло быть идентифицировано как Т. Разве не странно, что такая всемирно известная личность, как Ви, могла лететь через Лос-Анджелес без единой достоверной фотографии? История Чингука об удивлении также начала рушиться под пристальным вниманием. СМИ и фан-страницы распространяли видеоролики с серьезным выражением лица Чингука за кулисами с подписями вроде «Чингук, услышав, как Т ушел». Однако, когда журналисты просмотрели видео, стало ясно, что они были вырваны из контекста. Выражение лица Чингука не имело никакого отношения к Т, оно было взято из совершенно другого фрагмента репетиции. Манипулирование контекстом показывает, как быстро может искажаться восприятие, особенно когда зрители приучили верить в драму. Это раскрывает гораздо более серьезную проблему в культуре фандома. Жажда драмы часто ослепляет людей, мешая им проверять факты. Страсть ARMY – одна из самых сильных в мире, но она также может сделать их уязвимыми для волн эмоций, подпитываемых домыслами. Один твит превратился в 1000 ретвитов. Одно размытое фото стало доказательством, и вскоре история о внезапном возвращении Тэхёна захватила мировые дискуссии. Несмотря на отсутствие официального заявления, молчание Big Hit лишь усугубило ситуацию. Некоторые утверждают, что если слухи ложны, компания должна была вмешаться и опровергнуть их. Другие считают, что молчание было намеренным, чтобы создать ажиотаж и удержать внимание ARMY. В конце концов, в мире развлечений тайна часто становится заметностью. Но эта стратегия имеет последствия. Фанаты чувствовали себя преданными, когда осознали, что гонится за тенью. Что же произошло на самом деле? Более достоверные данные свидетельствуют о том, что Т никогда внезапно не покидал Лос-Анджелес. Возможно, он просто решил взять личный перерыв, скрываясь от камер после чрезмерного внимания на стадионе Доджер. Его руководство, возможно, решило не раскрывать его точное местонахождение из соображений безопасности.
Между тем, предполагаемый шок Чингука – всего лишь проекция фаната на несвязанные между собой клипы. В сочетании эти фрагменты рисуют драматическую картину, однако реальность, стоящая за ними, кажется гораздо менее драматичной и гораздо более обыденной. Но разве не удивительно, как один шепот может стать бурей, доминирующей в заголовках по всему миру? Тот факт, что тысячи фанатов испытали настоящую панику и горе, только чтобы понять, что история может быть ложной, демонстрирует коварную силу дезинформации. Это также поднимает назойливый вопрос, какая часть истории о BTS, которую мы потребляем, фильтруется через линзу преувеличений и предположений, и как часто армии верили чему-то, что никогда не было правдой изначально. Если новости действительно ложны, то Чингук никогда не был застигнут врасплох, Тэ никогда тайно не садился в самолет, предполагаемого разрыва между ними никогда не было. То, что пережили армии, не было реальностью, это было эмоциональное бремя их собственных страхов, увеличенное вирусной машиной интернета. Но ущерб был нанесен, уже несколько дней фандом находится в эмоциональном смятении, разрываясь между радостью и страхом. Даже если правда окажется, что ничего драматического не произошло, память об этом безумии останется. Фанаты будут помнить тревогу, бесконечный прокрут ленту, отчаянные поиски ответов, и, возможно, по мере того, как слухи снова распространятся, армия остановится и спросит, это правда или нас снова затягивает. В конечном счете, независимо от того, правда это или ложь, этот инцидент демонстрирует один неоспоримый факт. Каждое движение BTS несет в себе невероятную силу. Даже неподтвержденные слухи о Тэ и Чингуке могут за считанные часы стать главной темой мирового обсуждения. Эта сила может вдохновлять, объединять и восхищать миллионы, но она также может сбивать с толку, запутывать и ранить. Грань между правдой и вымыслом становится невероятно тонкой, когда страсти так сильны, поэтому остается вопрос, с которым сейчас сталкивается одна армия. Как в мире, где истории распространяются быстрее фактов, отделить реальность от иллюзии?